Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. В этом видео обсудим с вами новые интересные особенности, связанные с вооружением из последнего варбонда Командос Питоны, которые были найдены самими хеллдайверами. План руководства студии на церемонию награждения The Game Awards в этом году, новые подробности сюжета и свежие комментарии от креативного директора Arrowhead по поводу фанатской короткометражки и официального фильма от Sony, а также другие наиболее важные новости за последние дни. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендации. Уже после релиза недавнего варбонда Командос Питоны было найдено несколько занимательных особенностей, связанных с вооружением из этой премиальной заслуги. Первая и весьма печальная из них касается штурмовой винтовки ARGL-21 двоечка, которая полностью перестает стрелять в некоторых случаях после перезарядки. Данная недоработка уже была включена в список известных, а значит, команда разработчиков приступила к работе над ее фиксом. А вот вторая особенность вам точно понравится, и как ни странно, она тоже связана с анимацией перезарядки оружия и настройками новой системы быстрого переключения его функций, которые вы можете найти в меню привязки кнопок управления в разделе «Бой». Итак, если у вас закончились гранаты в подствольнике двоечки, предпринимаем следующие действия. Переключаемся в режим стрельбы основными патронами и отстреливаем один или несколько из них. Далее прожимаем кнопку перезарядки и в момент анимации резко возвращаемся к подствольнику с помощью быстрой смены функции оружия. По итогу произойдет выстрел гранаты с пустым боезапасом гранатомета. Чтобы повторить такой выстрел еще раз, переключаем обратно основной режим, нажимаем кнопку перезарядки и снова быстро включаем режим гранатомета. При должной сноровке этот способ можно использовать бесконечно, пока у вас есть хотя бы какой-то боезапас 8-мм патронов, чтобы активировать анимацию смены магазина. Похожий баг уже встречался ранее множество раз, например с обычным лазерным ЛАЗ-16 Серб, когда прерывание перезарядки полностью отключало его перегрев, что давало ощутимое преимущество при стрельбе. Хоть эти дополнительные гранаты в подствольнике и не включены в список известных багов, думаю, их также исправят вместе с обратной проблемой блокировки стрельбы из двоечки. Так что, как говорится, успейте воспользоваться ситуацией, пока лавочку не прикрыли. Следующая не менее интересная особенность касается пиломеча CQC-9. Как вы можете помнить из моих прошлых видео, изначально в одном из сообщений от комьюнити-менеджера Митчемуса было заявлено, что орудие дефоляции будет по мере атаки повышать свое пробитие до уровня тяжелого, что позволит запиливать даже некоторых тяжелобронированных противников. Однако на практике все оказалось намного веселее. Спустя буквально несколько секунд пробитие пиломеча вырастает до уровня противотанкового, что дает возможность буквально аннигилировать постройки на аванпостах, включая огромные заводы автоматонов, а также более опасных юнитов, таких как шатуны заводы или танки, даже в лобовую и бортовую броню. Все это доставляет огромное количество фана, и я решил спросить напрямую у команды разработчиков, действительно ли это является фичей CQC-9. На радость многих, Алекс Кравченко, старший геймдизайнер Arrowhead, работающий над балансом вооружения из варбондов, подтвердил, что чем дольше длится атака, тем выше урон по постройкам и пробитие брони, вплоть до противотанкового. Так что нерфа не ждем, такая мощь пиломеча была запланирована. Говоря об актуальных багах, найденных после недавних обновлений и отправленных на исправление, в список попало некорректное увеличение масштаба камеры при прицеливании во время анимации перезарядки в режиме от первого лица. Проблема с перезарядкой дробовика переломки только по одному патрону, отсутствие динамики характеристик оружия и отображения модулей до их покупки и установки, например, как у двустволки сержанта Думгаева DBS-2 «Двойная свобода», а также замена новых миссий в лавовом биоме на старые при перезаходе в игру. До начала церемонии награждения The Game Awards в этом году остается совсем немного времени. В предвкушении этого события от сообщества на Reddit уже поступают догадки касательно будущего развития событий на фронте иллюминатов, где подозрительно прерываются варп-связи с планетами и где, по мнению некоторых хеллдайверов, разработчики могут разместить новые планеты, как это было сделано на фронте автоматонов с выходом текущего главного приказа. Говоря о самом ивенте, напомню, что наш любимый Helldiver
Helldivers 2 заявлен сразу в 2 номинациях, за которые вы все еще можете проголосовать, перейдя по ссылке в описании этого ролика. Сам ТГА пройдет уже в этот четверг, 11 декабря в 12:30 по Гринвичу, что в пересчете на московское время превращается в 3:30 ночи 12 декабря. Готовимся, хеллдайверы, утро пятницы на этой неделе для нас станет наиболее веселым. По сообщению от гендиректора Arrowhead Шамсо Джорджани, на место событий будут командированы 2 комьюнити-менеджера, и студия, конечно же, надеется выиграть призы, но конкуренция очень высока. Также, пока не поздно, всему личному составу десантников рекомендуется подготовить запасную партию парадных штанов. Шутка от SEO про испорченные от будущего анонса портки все еще актуальна. Однако, чего точно не стоит ждать в ближайшее время, так это возвращение в продажу 3 наборов предзаказной брони: ТР-9 Кавалер Демократии, ТР-7 Амбассадор бренда и ТР-62 Рыцарь. Мы еще не решили, как поступить в этой ситуации. Для многих, кто оформлял предзаказ и хочет оставить себе эти редкие памятные награды, данная тема является весьма бомбящей, и именно по этой причине разработчики не спешат с ее решением. Главный креативный директор Йохан Пилстед тоже решил проявить небольшую активность в соцсетях и дал парочку свежих комментариев, которые касаются лора вселенной и будущего фильма от Sony. Как пишет Пилстед, изначально для нашего незаменимого помощника с воздуха, пилота Орла-1, было задумано множество интересных фич, таких как катсцены с его присутствием, различные улучшения самого истребителя и другие, цитата, «всякие безумные штуки». Говоря о пилоте в мужском роде, вы отчасти не ошибаетесь, потому как ранняя задумка была в том, чтобы весь персонал вашего эсминца при первом подключении генерировался рандомно, в том числе и пилот Орла, будь то мужчина или женщина. От этого, соответственно, выбиралась и озвучка данного персонажа. Все эти любопытные идеи были отложены в целях ускорения релиза игры, а также нехватки финансирования на ранних этапах разработки. Но зная студию Arrowhead и их философию полностью не отказываться от придуманных идей, а лишь откладывать их в так называемый секретный ящик или подвал, возможно, мы когда-нибудь и увидим новую озвучку пилота, или же некую прокачку самого истребителя. Что касается фильмов, в том числе и неофициальных, Йохану очень понравилась фанатская короткометражка под говорящим названием «За свободу», вышедшая на YouTube-канале Plot Coalition. Мне очень понравился фан-фильм, он действительно хорошо передал большую часть сатиры и показал некоторые вещи, которые мы хотели реализовать в игре, но до которых так и не дошли руки. Однако и здесь не обошлось без проблем. Спустя короткое время после публикации короткометражка была заблокирована из-за нарушений правил сообщества YouTube по причине оставленной в описании ссылки на скачивание фильма с Google диска. Что важно, автор канала опроверг информацию о том, что лично компания Sony подала жалобу и удалила фильм, вопреки предположениям некоторых. На самом деле все случилось в корне наоборот. Благодаря поддержке студии Arrowhead и ее партнеров, видео было успешно восстановлено. Но если вы до сих пор не видели этот почти часовой шедевр суперземельских рукастых авторов, переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с содержанием, пока соответствующий отчет не дошел до вашего офицера по демократии. Говоря о ходе работ над уже официальным полнометражным фильмом под крылом Sony, Пилстед ответил, что студия Arrowhead напрямую не руководит процессом, а лишь консультирует и дает фидбэк по сценарию будущей картины. Напомню, что ранее стало известно, кто именно займет кресло режиссера этого проекта. Неожиданно им стал Джастин Лин, который знает толк в экшене и поставил несколько частей «Форсажа». Кандидатура сценариста занята не менее интересным человеком – Гарри Доберманом, работавшим над сюжетом серии фильмов ужасов «Оно» и «Проклятие Аннабель». Завершая подборку ответов от сотрудников студии Arrowhead, комьюнити-менеджер Баскинатор сообщает, что следующий пост в блоге разработчиков, посвященный игровому движку, пока не планируется. Кроме того, наверняка многие из вас заметили, что недавно обнаруженная на просторах космоса планета К имеет очень простое название, в отличие от некоторых других, отсылающих к разнообразной культуре, играм, фильмам и реальному миру. Но в этом случае, судя по комментарию Баскинаторши, скрытого смысла вовсе нет. К, цитата, просто устала от всех. А вот кто точно не устал в своей борьбе с диссидентами, так это майор Правда. Оказалось, что его возвращение и недавний призыв к собранию единомышленников был ловушкой для предателей. В этот же день, 29 ноября, силы ВССЗ при поддержке подразделений по обеспечению
нарушению лояльности и правопорядка задержали 14 человек в шапочках из фольги в кафе «Демокрофи», что было явным признаком диссидентских намерений. Благодаря оперативным действиям опросы граждан теперь фиксируют рекордные уровни патриотизма и лояльности. За успех в этой операции майор Правда был награжден почетной медалью за преданность и исключительные заслуги в разоблачении диссидентов, а также раскрытии их сомнительных намерений. Сам майор Правда прокомментировал это событие так: «Для меня огромная честь наконец-то получить признание за все мои героические и патриотические усилия. Я продолжу служить суперземле и ее правде. Спасибо». Похоже, переобучение явно пошло ему на пользу. Теперь он работает под прикрытием, отлавливая скрывающихся диссидентов на благо Федерации Суперземли. На этой замечательной новости мы переходим к обзору текущего ассортимента товаров супермагазина и условий личного приказа на ближайшее время. Помимо 11 страниц постоянных предложений, первая страница ассортимента супермагазина была обновлена, и в ближайшие часы предлагается приобрести товары, связанные с прошлым боевым пропуском «Пограничное правосудие», легкую броню GS-11 «Послание к демократии» с пассивкой «Стрелок», забавную эмоцию «Стреляй», а также тематический плащ и карточку игрока. Личный приказ на ближайшие сутки – эвакуироваться, успешно выполнив задание. Настало время рубрики ваших мнений из комментариев под прошлым видео. Первым на сегодня стало сообщение от Максима Никитина. Внутри этих слитков платины, судя по всему, находятся физические издания Half-Life 3. В противном случае я не знаю, почему автоматоны готовы любой ценой предотвратить их похищение. Судя по расшифровке надписи на слитке, это целых 500 килограмм платины, что, мягко говоря, очень дорого, даже для железнозадых социалистов. Следующий комментарий от Мури Кейдж. Рад, что начал играть, когда игра становится лучше с каждым патчем. Как справедливо оценивает руководство студии, некоторые улучшения уже есть, но работать еще есть над чем. И последний на сегодня комментарий от Pencil. Ждем сиквел «Пограничного правосудия» с шляпой ковбоя. Фуражку в парадном варбонде уже добавили, возможно, и до ковбойской шляпы дело действительно дойдет. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой эцкодесантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.